Компания с Наруто, которую мы, по идее, толком-то и не видели, тем не менее подходит к своему завершению. И очевидно, что на смену ей должна прийти другая компания уже в честь 9-летия мобильной версии eFootball. И самое главное, что это не просто какие-то догадки и рассуждения. Это факт, подтвержденный разработчиками в последнем eFootball Connect. С 14 мая, то есть уже с этого четверга, в игре стартует кампания в честь очередного дня рождения eFootball Mobile. И это тот немногий случай, когда мы действительно можем присосаться, к этому успеху мобильных игроков и вместе с ними отпраздновать все это действие и заодно получить халявные награды, которые либо нас порадуют, либо просто, по идее, усилят, и не более того. Во всяком случае, давайте обсудим контент предстоящего четверга, что нам ожидать от новой кампании и чем она будет отличаться от прошлогодней кампании, которая была в честь 8-летия мобильной версии eFootball. В eFootball Connect, который был посвящен предстоящему обновлению 5.4.0, разработчики подтвердили, что в новой кампании в честь 9-летия eFootball Mobile мы получим шоу-тайм игроков, которых разработчики предлагали нам выбрать самостоятельно. Вот, к слову, если кто не помнит, какой у нас был выбор. 4 сборных и определенное количество игроков, по одному от каждой сборной. Причем Konami уже немного заспойлерили данный список, прям на 1% на самом деле. Но Тимбер, который представлен в качестве игрока от Голландии, в игре уже доступен за прохождение дивизионов, и по идее его заберут все те, кто играют в дивы в начале следующей фазы. Поэтому в этом подарочном списке мы его вряд ли увидим. Еще один спорный момент этой части кампании. Этих представленных игроков мы должны были выбрать путем постов в Твиттере с определенным хэштегом, который разработчики сами в eFootball Connect и продемонстрировали. Но если честно, то я не видел ни одного такого поста за все это время, то есть вот в течение апреля, когда голосование по сути и шло. Поэтому даже не знаю, что люди там могли бы выбрать на самом-то деле. Сами же игроки тоже особо надежды не внушают. Англичане как будто вот, несмотря на наличие гехи, мимо, особо никто не интересует, скорее всего по цифрам не то чтобы сильные, в том числе и по моделькам тоже не особо интересные. Турки тут и вовсе говорить не о чем, даже хуже, чем про англичан, наверное, можно сказать. Поэтому остается рассчитывать только на Кимиха от Германии и на Де Лихта от Голландии. Кстати, пишите в комментариях, кого хотели бы забрать вы, выбор небольшой, но все же. И вот из-за всего этого не совсем понятно, а что там по итогу с эпическими игроками? Ведь если обратиться к опыту прошлогоднему, когда была кампания в честь 8-летия, то там нам раздавали целых как раз-таки 8 эпиков. Вот только, кстати, сейчас заметил этот символизм. 8-летие, 8 эпиков, все дела. Тогда был пак на целых 300 игроков, где мы могли рандомным образом поймать одного или нескольких эпиков, или вообще 0, и один гарантированный за счет селективного контракта. Кстати, спустя год можно сказать, что самым метовым выбором из этого набора оказался Батистута, и вот именно он чаще всего встречался у людей в составах после завершения этой кампании. И в течение полугода, и в течение целого года с момента этой кампании. В принципе, оно и понятно. Неуклюжесть модельки не смутила людей, зато габаритный и нацеленный на ворота форвард с распространенным стилем — это, в принципе, хороший подгон. Ван Бютен, кстати, тоже был очень хорош, но почему-то многие его проигнорировали. Хотя для тех же фри-то-плейных аккаунтов усиление крайне годное. И поверьте мне, я уж знаю, о чем говорю. Так вот, из-за всей этой темы с национальными игроками не совсем понятно, ограничится ли Konami только сборниками или эпиков тоже впихнут. Учитывая, как сказочно звучит подобный сценарий, а именно шоу-таймы и подарочные эпики, в него верится слабо на самом-то деле. Но у нас есть опыт последней кампании с Рональдиньо и другими эпиками, когда мы могли получить одного или даже нескольких эпиков путем рандома, уже без селективного контракта. Как бы получается так, что Konami нам и эпиков раздают, но с другой стороны, на свое усмотрение мы никого не заберем, там кому-то выпадет 2 эпика, а кому-то только 1. И поэтому вполне возможно, что Konami могут поступить и подобным образом. И вот опыт предыдущей кампании стал этаким стартом
стартовым опытом, который они также будут использовать в последующих ивентах. Растянуть все это удовольствие на 2 недели как минимум, до конца мая, а там и обновление до версии 5.5.0 и первый контент по чемпионату мира, исходя из последних слухов от нашего инсайдера Ренана Гальвани. Но об этом обновлении, о контенте конца мая, начала июня предлагаю поговорить отдельно в следующий раз.